Всем привет! Значит, после прямого эфира мне задали вопрос, как я увлажняю трубочки в банке. Что значит, к какому способу вообще подходит такое увлажнение? Допустим, вот у меня есть трубочки, которые были обработаны и остались там вот от любого плетения. Они обработанные, полностью высушенные. И, допустим, мне нужно что-то сплести. Вот как в данном случае мы сегодня плели шар. Я там насобирала кучу разных трубочек, и белые, и светлый беж, и серый. И из них плели мы шар воздушный, декор. Вот. И вот такие вот трубочки, вот, допустим, да, вот у меня остались. Вот они прям твердые-твердые, не сухие. Вот. И мне нужно их увлажнить. То есть я их использую. Как я поступаю? Первое, что я делаю, если вы обратите внимание, кончики здесь вот, они вот, видите, не видно совсем отверстия. Что я делаю? Я эти кончики срезаю, вот, так, чтобы видны были вот отверстия. Вот видны, да? И беру воду, можно холодную, можно слегка тепленькую. Я беру обычно холодную из-под крана. Беру банку так, чтобы трубочки вот, хотя бы больше половины помещалось. Вот. И опускаю в нашу банку. Опускаю где-то на секунд, наверное, 10-15. И вот так вот постепенно вот пропитывается. Все. Опустила. И теперь переворачиваю. И вот если обратить внимание, вот из трубочек начинает выходить водичка. Вот. Вот постепенно она поднимается. Вот бульки видны. Вот видите? То есть водичка снизу поднимает воду и выталкивает ту, которая была с этой стороны. И таким образом увлажняются трубочки. Все. Увлажнила. Лишнюю водичку я стряхнула. Можно просто там, вытряхнуть это все, да, лишнее. Вот. И оставляю так, чтобы полностью хорошо вода ушла с трубочек. То есть она впиталась, лишнее впиталась. И все. То есть хорошо просушить вот верхний слой. Чтобы вот не были они мокрые. Вот когда они полностью высохнут, вот, они будут мягкие. И как раз станут, вот можно, в принципе, вот допустим, вот это вот уже делается мягенькой. Но она еще твердоватая, естественно, нужно подождать. Вот это уже мягенькое делается. То есть верхний слой у нас просохнет, водичка уйдет. И все, тогда я заворачиваю в пакет концами наружу, так, чтобы с этой стороны и с этой стороны хорошо высохли. И, в принципе, можно потом ими плести. Вот вода потихоньку впитывается. То есть я таким образом свободно оставляю где-то их вот так на воздухе. На полчаса, это точно. Как только оно все впиталось, главное не передержать, чтобы внутри трубочка не высохла. Вот. То есть я вот так вот оставляю их. Впиталась трубочка, не мокрая. Вот они, в принципе, уже практически вода впиталась. Пускай для уверенности еще верхний слой хорошо просохнет. Все, вот трубочка уже мягенькая. Это еще нужно чуть-чуть размягчиться. То есть в банке держать где-то секунд 15, 20. То есть посчитать до 20, и можно их вынимать. Все, и вот таким образом в пакет. И жду, пока хорошо высохнут вот кончики. Потому что, вот видите, они мягенькие. Вот, и нужно, чтобы они хорошо просохли. Как с этой стороны, вот, мягенькие, так и с этой. Вот и все, вот такое вот увлажнение. Но есть варианты, что девочки просто, допустим, окунают в какую-то емкость, да, и вот так вот увлажняют. Там тоже опустили. Но трубочка, почему я не пользуюсь таким способом? Потому что трубочка всплывает и приходится держать, а мне просто лень. Вот. Поэтому я их в банку
И вот так вот увлажняю. Но еще раз повторюсь, этот способ подходит только тогда, когда трубочка ваша обработана, вы плели, осталась, она полностью высохшая. Вот только тогда подходит такой способ. Вот. Вот это называется увлажнение или реанимирование по-другому трубочек, которые там подсохли. Вот. Так что, кому понравилось, пальчики вверх. Рекомендуйте, буду очень-очень рада. Будут вопросы, спрашивайте. На все с удовольствием отвечу. Всем хорошего дня.